Здорово, народ, с вами Дитрих ТВ и братюни. Как насчет поговорить о 100 самых лучших играх на Android? Ну и iOS тоже. Вообще на канале ни разу не было настолько большого топа, поэтому мне было интересно подобрать прям 100 самых лучших игр, и я думаю, вам будет также интересно на них посмотреть. Не забывайте подписываться на канал Дитрих ТВ, чтобы не пропускать новые выпуски, а также прожать лайк, и мы начинаем. Brawl Stars – знаменитый экшен, который, несмотря на всю свою условно-бесплатность, позволяет получать удовольствие от местных битв 3 на 3. Режимов представлено такое количество, что вряд ли получится заскучать, а ростер персонажей помогает подобрать своего любимчика и прокачивать его на максимум. Игру скачали уже более 100 лямов геймеров, и ее также считают наименее требовательной к донату из всех проектов студии Supercell. Легендарный стендофф вернулся во второй части в виде динамичного экшен-шутера от первого лица. Здесь вас ждут новые карты, новые виды вооружения, новые режимы, в которых команды террористов и отряды сил спецназначения сойдутся в битве не на жизнь, а на смерть. Скачивай бесплатное приложение Путеводитель to Go и получи кэшбэк в размере 100 рублей. Лига Легенд Wild Rift – это настоящая моба в формате 5 на 5 во вселенной Лиги Легенд, которая обещает повысить планку для жанра и всей игровой индустрии на мобильных устройствах. От этого, можно так сказать, порта, и геймеры могут ожидать знакомых персонажей и доступность уровней сложности. Под доступностью я не имел то, что игра стала более казуальной. Наоборот, Riot Games старается привнести как можно больше тактики и стратегии. Просто теперь вы и ваши друзья сможете с легкостью погрузиться в местный мир и насладиться игровым процессом. Shadow Fight 3 сохраняет свой неповторимый дух, но в то же время использует современные технологии, уже ставшие стандартом качества на рынке мобильных AAA проектов. В Shadow Fight 3 вы увидите 3D героев, локаций и реалистичные анимации боя, созданные в анимационном ПО Каскадер, собственной разработки компании Necky. Call of Duty Mobile – легендарный шутер от первого лица во вселенной Call of Duty. Эта игра вобрала в себя лучшее качество частей серии, локации, главные персонажи и оружие. Головокружительная графика, порой неотличима по качеству от консольных игр, невероятный по своей атмосфере саундтрек и революционное сенсорное управление подарят вам, братюни, неповторимое ощущение от игры. Fortnite – это представитель жанра королевской битвы, в котором 100 человек сбрасываются на карту и сражаются до тех пор, пока в живых не останется только один. Ну или отряд. Геймплей заключается в сборе лута и перестрелках. Однако, важной особенностью именно этой игры является строительство. Игроки могут рубить деревья, разрушать здания, забирая соответствующий ресурс – дерево, камень или металл, а затем использовать их для сооружения построек. Gwent. До недавних пор она являлась мини-игрой внутри основных тайтлов, но разработчики из студии CD Projekt решили зарегистрировать название для приложения Gwent The Witcher Card Game. Ну и конечно же, Gwent все-таки стала отдельной мобильной игрой, о которой давно мечтали многие геймеры, потому что эта игра была и есть очень популярна внутри игры The Witcher 3, поэтому неудивительно, что сейчас мобильная версия получает достаточное количество поклонников. Hello Neighbor Hide and Seek. Играть в этот раз предстоит за дочь соседа, в семье которой происходит очень неприятное событие. Справляется она с ним, играя с братом в любимые прятки. Этот проект раскроет вам подробности происходящего в основной игре Hello Neighbor. Фанатам и всем, кто любит тайны, крайне рекомендую. Black Desert Mobile. Думаю, братюни, данный проект не нуждается в представлении. Хочу лишь сказать, что он достоин вашего внимания. Хотя бы потому, что разработчики не забивают болт на данный проект и постоянно его расширяют, вводя новые подземелья и новые горные районы.
Asphalt 9 Легенды. Каждый фанат серии обычно приблизительно знает, чего ожидать от новой игры. Но вот в случае с Asphalt 9 разработчики переплюнули самих себя. Они добавили намного больше контента, больше кастомизации и еще больше драйва в гонках. Здесь присутствует огромное количество автомобилей, включая Ferrari, Lambo и Porsche. Трасс также стало еще больше по сравнению с предыдущей частью. Но самое интересное — это полноценный режим карьеры. Perfect World Mobile очень популярен в СНГ, но почему-то эта MMORPG долго добиралась до России и ближайших стран. Так или иначе, в итоге проект мы получили, и выглядит он не так уж и плохо. А если сравнивать с другими условно-бесплатными ММО, то это небо и земля. Сравнение очень кстати, потому что в Perfect World Mobile мы можем лететь на все 4 стороны и изучать местный мир не только на земле, но и в воздухе. В общем, долго распинаться не буду, всем фанатам ММО очень советую. Гарена Free Fire. В отличие от оригинала, в Free Fire Battlegrounds участвует всего лишь 30 игроков за раунд, что позволяет сократить ожидания и снизить нагрузку на устройство. Поле боя точно так же сужается со временем, заставляя игроков сближаться друг с другом. По острову точно так же разбросаны многочисленные здания, средства передвижения и, конечно же, оружие. GTA San Andreas. CJ снова возвращается на улицу Гроув-стрит, чтобы вершить порядок и правосудие. San Andreas — одна из лучших частей в легендарной серии Grand Theft Auto. Оно и ясно, ведь с каждой новой частью казалось, что вот теперь можно делать все, что угодно. Игроки зачищали города от баласов и латиносов, улетали на реактивном ранце от копов, заказывали еду в забегаловках и, самое главное, сражались на кулаках с проходящими мимо бабушками. Сюжет San Andreas рассказывает историю о дружбе и предательстве, любви и ненависти, а также просто о нашем безумном мире, в котором происходит столько всего странного и непонятного, что порой смотришь в серию GTA как в зеркало поп-культуры, бизнеса, подпольной жизни и других интересных страниц человеческой жизни. И футбол PES 2021. В этой игре футбольные фанаты и геймеры могут даже выбрать один из крупных европейских клубов: Барселона, Манчестер Юнайтед, Ювентус и другие. Для любителей киберспорта и матерых геймеров присутствуют соответствующие турниры. Владельцам виртуальных клубов доступны трансферы, при помощи которых можно заполучить таких легенд футбола, как Бекхэма, Марадону, Торреса и других. Еженедельные обновления после реальных матчей также влияют и на виртуальную футбольную вселенную. От этого может меняться физическое состояние игроков или даже составы команд. Violent Hearts: The Great War. Игра повествует о судьбах 4 разных людей в виде интерактивной визуальной новеллы. Сюжет рассказывается от лица собаки, которая не умеет разговаривать, но мыслит и чувствует подобно человеку. Нам предстоит решать головоломки и находить предметы. Разработкой Violent Hearts занимались Ubisoft, за что и огромное спасибо. Не каждый день можно увидеть подобные игры в App Store и Google Play. Если описывать эту игру, то можно сказать, что ей удалось рассказать о сложных вещах простым языком. Даксвуд. Здесь вам, братюни, предстоит разобраться в запутанном деле, собирая улики, разбирая фотографии, голосовые сообщения и даже проходя простые мини-игры. Вам будет помогать команда друзей, но потребуется быть осторожным и дважды подумать, прежде чем решить, кого считать настоящим другом. PUBG Mobile Lite. Как понятно из названия, это уменьшенная копия той же игры. Напряженный игровой процесс, широкий выбор оружия, возможность объединяться с друзьями – все это осталось. Главное отличие в том, что вас ждет не 100, а всего лишь 40 оппонентов на карте меньшего масштаба.
Dead Cells. Когда некая субстанция взлетает в тело погибшего солдата и начинает им управлять, размахивая сюрикенами, мечами и прочими видами оружия, то нужно срочно нести огнемет и избавляться от нее. Примерно так поступают с вами враги и монстры из Dead Cells. Потому что это рогалик, где весь смысл заключается в последовательном продвижении в ранее недоступные места. При этом на пути вы умрете столько раз, что и думать страшно. The Elder Scrolls Blades. В данном проекте игрок будет управлять одним из представителей клинков, особого тайного подразделения для охраны императора и его власти. Он вернулся в свой родной город, который оказался разрушенным, и теперь должен помочь в его восстановлении. Только не пугайтесь, это не симулятор сити-менеджера, и выглядит проект действительно прекрасно. Kingdom Two Crowns. Главным нововведением здесь стало добавление кооператива, а также неким новшеством под названием настройки. С их помощью вы сможете менять особенности окружающей среды, и речь не только о внешнем виде. В каждом сетапе будут свои враги, NPC и новые стратегии. Cat Quest 2 The Lupus Empire. Если первая часть Cat Quest делала упор на приключения местного мурлыкающего давакина, сражающегося с драконами, то вторая часть делает упор на вражду котов с собаками. Теперь вам, братюни, доступна смена персонажей, а также больше вариантов вооружения и магии. Помимо многочисленных подземелий, мы получаем дополнительные задания и абсолютно новую историю. Warface Mobile – относительно новый мобильный шутер во вселенной Warface. Если верить разработчикам, то проект создавался с нуля специально для мобильных платформ. Здесь постоянно появляются карты, управление легкое в освоении, а графика поддерживает стандарты современных шутеров. В Warface вас, братюни, ждет 7 PvP карт, кастомизируемое оружие и 4 новых режима. Помимо этого в Global Operations присутствуют PvE миссии, где одновременно участвуют 4 бойца. Там есть не только армия вооруженных ботов, но и боссы. Magic the Gathering Arena. Проект является компьютерной адаптацией, которая содержит механику наборов, коллекционирования и представляет собой битвы между игроками. Геймплей несколько отличается от привычных карточных игр, которые опираются на успех и механики Hearthstone. В Magic the Gathering Arena разные наборы монстров требуют разных очков магии, которую можно собирать с помощью карт локаций. Комбинируя разные типы земель, можно собирать разнообразные сеты карт, но сокращается возможность вывода более дорогих карт. Fallout Shelter. Действие Fallout Shelter развивается на земле недалекого будущего, пережившей ядерную катастрофу, в одном из многих убежищ, предназначенных для выживания остатков человечества. Вас, братюни, ждет роль лидера группы выживших, занимающегося обустройством убежища и заботящегося о комфорте и безопасности его жителей. Открывает нашу следующую часть подборки лучших игр на Android и iOS Terraria. В ней есть многое от ее прародителя Minecraft, но по визуальному исполнению она как будто сделана для игровой системы SNES. В ней вы обнаружите 2D мир, облака из пикселей и красивые пейзажи наравне с опасными мобами. Также вы можете добывать полезные ископаемые. Каждый блок, из которых собственно и состоит Terraria, можно разбить киркой или взорвать, а даже использовать, чтобы построить дом, крепость или мост через пропасть. Ну и конечно же вы можете заниматься ремеслами. Добытая вами руда превратится в меч, а дерево в кровать или стол. Genshin Impact – это экшен-РПГ, которую часто сравнивают с The Legend of Zelda. Сходства действительно имеются, начиная от графики и заканчивая восточным антуражем с элементами фэнтези. Также игроки могут залазить на любые поверхности. Главное, чтобы хватило сил. Сюжет развивается вокруг загадочного путешественника. Игрокам предстоит найти своего родного человека, а по пути раскрыть тайну, окутавшую загадочный мир Тейват. На старте можно посетить 2 из 7 крупных городов. Постепенно в игре добавляются обновления с новыми местами для исследования, персонажами и сюжетами.
Dead by Daylight. Суть игры простая. Мы чиним генератор, прячемся от убийцы и убегаем через ворота. Звучит легко, но многое зависит от команды. На выбор нам дается несколько персонажей, у каждого из них есть свой стиль. А также можно купить или разблокировать крутые обилки или предметы. Например, кто-то не будет оставлять следов, а кто-то будет чувствовать убийцу на расстоянии и так далее. DBD отличается от других игр в жанре хоррор своей жестокостью и такой себе оптимизацией. Но в целом это один из немногих онлайн-хорроров, так что стоит попробовать. Oceanhorn 2. За прошедшее время во второй части наш герой вырос, и теперь действие игры разворачивается в совершенно другом временном промежутке. На этот раз задача персонажа стать рыцарем Аркадии. Разработчики утверждают, что Oceanhorn построена на тех же базовых идеях и элементах, которые мы встречали в предыдущей игре, и которые делают японские RPG настолько привлекательными. Life After Night Falls. Мир, в котором мы живем, на самом деле является просто запечатанной коробкой. Постоянно расширяющиеся границы науки и техники приносят больше неизвестных опасностей. Все больше и больше удобных транспортных средств позволяют распространять вирусы. Когда разрушительный вирус проносится по всей стране, порядок и договор рушится. И куда же вы должны пойти? А решением вы примете и все это узнаете в игре под названием Life After. Tales of Wind. Здесь вам предстоит выбрать один из 4 классов – воин, маг, убийца или жрец, и отправиться уничтожать древних демонов, чтобы вернуть миру свет и избавить его от зла. Графикой игра напоминает серию Dragon Quest, смесь 3D со стилями комиксов и аниме. В игре, братюни, для вас представлено 3 режима – PvP, PvE и гильдия против гильдии. Critical Ops. Игра разработана авторами Critical Missions и, судя по всему, заслуживает вашего внимания. Сразу плюс, игра не перегружена монетизацией. Также, поправьте меня, или здесь есть кроссплатформерный мультиплеер и много-много стрельбы. Injustice 2. Сиквел файтинга Injustice продолжает свою сюжетную линию, снова приглашая игроков во вселенную DC Comics. Противостояние Бэтмена и Супермена выходит на новый виток. Силы режима укрылись в подполье, но сопротивлению не удается сохранить порядок на Земле. Злодеи, как всегда, объединяются для борьбы с человечеством и супергероями. Их группировку под названием Община, как оказалось, возглавляет Брейниак, давний враг жителей Криптона. Режимы сопротивления вынуждены сотрудничать, чтобы не дать Брейниаку уничтожить планету. Но конфликт Бэтмена с Суперменом неизбежен. Кто же победит? Shadow Fight 2 – это полноценный файтинг, еще и с ролевой составляющей. Злых ниндзя и самураев нужно убивать серией приемов и обычных ударов. Есть даже целый список эффективных комбинаций, которые не так уж просто воплотить в жизнь. Прыжки, подкаты и множество красивых комбинаций с оружием. Sid Meier's Civilization 6. Желающие переписать мировую историю могут создать собственную цивилизацию и развить ее до невидимых ранее масштабов. Это вполне возможно в 6-й части знаменитой пошаговой стратегии. Как превратить небольшое, никому неизвестное племя в мощную империю? Здесь можно провести подобный эксперимент, ограниченный разве что фантазией и стратегическими навыками игрока, а также размерами игрового поля. Вам, братюни, предстоит развивать науку, технологии и культуру, заниматься торговлей и выстройкой дипломатических отношений с соседями, но не обойдется и без военных конфликтов, которые иногда будут случаться. Dead Trigger 2. Согласно сюжету игры, вы снова попадаете в мир, который практически полностью охвачен зомби-инфекцией. И те субъекты вокруг вас, которых вы еще недавно могли бы считать людьми, уже давно превратились в жутких созданий с фосфорицирующими бессмысленными глазами и лицами, измазанными кровью жертв. Лицами, на которых не считается ничего человеческого, одно лишь желание убивать, вечный голод, который гонит вперед, невзирая ни на что. Hello Neighbor – это
Это хоррор-игра в режиме стелса. Ваша цель прокрасться в дом вашего соседа, чтобы выяснить, какие ужасные тайны он скрывает в подвале. Вы играете против супер продвинутого ИИ, который учится на каждом шагу. Привыкли покидать дом соседа через окно? Ожидайте там медведя. Захотите выйти через входную дверь? Там скоро появятся камеры и так далее. Легендарную серию Diablo, наверное, нельзя ничем заменить, но вот достойные представители жанра слэшеры все-таки есть. Один из них — Titan Quest. Вместо адских подземелий и мрачных замков мы попадаем в достаточно солнечные места, вышедшие прямиком из античной мифологии. Ну и враги здесь соответствующие: медузы, скоробеи и демонические быки. Счастливчики даже повстречают убийцу самого Геракла. Финальная локация так вообще Олимп. Помимо еще некоторых деталей, например, заранее созданные карты, а не случайно сгенерированные. Titan Quest повторяет успешную формулу Diablo 2, но так как мобильную Diablo Immortal в обозримом будущем не видать, то выбор в пользу фаворита очевиден. This War of Mine предлагает игрокам собрать группу людей и сохранить ее в живых, пока вооруженные солдаты захватывают город. Геймплей игры разделен на два временных периода – день и ночь. Герои игры должны будут искать ресурсы для выживания ночью, а днем заниматься апгрейдом своих убежищ, крафтингом и торговлей, лечить и кормить людей, не забывая при этом прятаться от вражеских снайперов. Асфальт 8. В реальной жизни с машинами происходят очень плохие вещи, если они, оторвавшись от земли, пытаются вообразить себя летательными аппаратами. Компания Gameloft пытается продемонстрировать нам, что в эти моменты как раз и начинается все самое интересное. В остальном это продолжение знаменитой серии мобильных автогонок, но еще графонистее, с огромным автопарком и отличным чувством драйва. Albion Online. Здесь вам предстоит строить дома и выращивать урожай, торговать и заниматься крафтингом, вступать в гильдии и так далее. Все перечисленное вы можете встретить и в других играх, но Albion Online отличается от них сложной экономической системой, высоким уровнем интерактивности, а также интересными особенностями специализации персонажа. This is the Police. В данном проекте нам предстоит играть за начальника полиции, Джека Бойда, который планирует выходить на пенсию, а перед этим заработать достаточно денег. Для этого он может как ответственно выполнять свои обязанности, так и делать не совсем честные вещи. В игре есть достаточно элементов менеджмента, а история разворачивается в форме комикса с приятной джазовой музыкой на фоне. Shadow Fight Arena вам, братюни, перед началом битвы нужно будет собрать команду из 3 персонажей. У каждого из них есть свои способности, и сочетание этих способностей будет играть важную роль. Бой поделен на раунды. Для первого раунда каждый игрок выбирает желаемого персонажа, не зная, кого выберет оппонент. Проигравший герой выбывает, а победитель отправляется в следующий раунд с оставшимся количеством здоровья. Получить в наследство ферму всегда приятно, но что если она заброшена? Тогда нужно начинать ее облагораживать. Сюда входит посадка растений, а также уход за ними. Не будем забывать про домашних животных, которые в сельском хозяйстве просто незаменимы. Ну а после тяжелых будних дней фермера можно поучаствовать в жизни соседнего городка. Местный мир очень сильно зависит от смены дня и ночи, а также сезонов. Бывает, если не успеешь что-то выполнить летом, а на дворе уже осень или зима, то делать уже нечего. Приходится снова ждать зеленую траву и пышные деревья. Сельское хозяйство и ремесла приносят доход, который тратится на дальнейшее развитие фермы. В какой-то момент можно даже задуматься о создании новой ячейки общества с детьми в придачу. Вообще занятий много, но только персонаж может сильно устать, и тогда игровой день резко обрывается. Проиграть в Страдивали невозможно. Даже если вы потеряете все здоровье, то игра просто отнимет случайное количество вещей и денег.
Clash Royale — это мультиплеерный батлер, который предлагает двум игрокам сразиться в режиме реального времени. По жанру он напоминает максимально упрощенную моба, в которой вам придется отправлять свои юниты вперед с целью захвата башен оппонента и низвержения его короля. В то же время ваша собственная монархия будет нуждаться в защите с помощью башен, воинов и магических заклинаний. Momentum Valley представляет собой стильную и сложную головоломку, в которой вам, братюни, предстоит преодолевать лабиринт за лабиринтом, пробираясь с этажа на этаж высотного здания. Поначалу прохождение лабиринтов покажется вам нереальным и даже физически невозможным. Правда, потом вы освоитесь, проявите настоящие чудеса логики и смекалки и начнете двигаться вперед. Teamfight Tactics. Здесь вас ждут стратегические сражения с героями Лиги Легенд. Игроки выставляют персонажей на поле боя, а дальше все происходит автоматически. Sky Children of the Light – это своего рода социальная адвенчура. Разработкой Sky занимается компания Z Game Company, которая существует уже более 10 лет. Их играми восхищается весь мир, ведь они по праву считаются искусством. Horror Field – это кооператив, где группе жертв необходимо объединиться, чтобы вырваться из рук беспощадного маньяка. Здесь сохранилась все та же непредсказуемость, когда кооперация происходит не между знакомыми людьми во время сессии в Skype, а среди незнакомцев, которым нужно или довериться, или проиграть. Slay the Spire совмещает в себе элементы традиционной ККИ и рогалика. Здесь вам нужно собирать уникальную колоду из более чем 200 карт и принимать участие в 50+ уникальных боях. Генерация уровней происходит процедурно, а поэтому фактически играть в Slay the Spire можно бесконечно. Slay the Spire совмещает в себе элементы традиционной ККИ и рогалика. Здесь вам, братюни, нужно собирать уникальную колоду из более чем 200 карт, а также принимать участие в более 50 уникальных боях. Уровни генерятся процедурно, а поэтому фактически играть в Slay the Spire можно бесконечно. Last Day on Earth Survival. Зомби-апокалипсис. В нем вы чудом выживаете и появляетесь в незаконной среде, в которой необходимо выжить. Ваш персонаж имеет стандартные для этого жанра индикаторы голода, усталости и жажды. Рядом с местом вашего появления разбросаны стартовые вещи, которые вам в дальнейшем пригодятся. Ну а дальше вперед, за приключениями. Хочется сразу отметить тот факт, что это многопользовательская игра, у которой, к слову, огромное количество серверов. Таким образом, вам придется выжить не только под угрозой нападения зомби, но и других выживших игроков со всего мира. Киберхантер. Здесь большой акцент делается на транспорте, да еще и таком, с которым вы можете покорять как воздух, так и воду. Основная же фишка игры – Quantum Cube Energy. С помощью этой энергии вы сможете строить сторожевые башни, крепости, управлять дронами для слежки за врагами и так далее. Frostborn Cooperative Survival. Здесь вас, братюни, ждет полноценная РПГ, в которой вам предстоит стать великим викингом. Большой акцент делается на кооперативном прохождении. Здесь вы можете играть в компании из 4 человек. Помимо PvE разработчики подготовили и PvP режимы. Lineage 2 Revolution. Она выглядит прекрасно, благодаря невероятному качеству графики и реалистичным движениям всех персонажей, ну то есть ваших героев, монстров и NPC. Она благосклонна к новичкам, но вряд ли понравится фанатам франшизы Lineage, так как разработчики автоматизировали прохождение квестов. По-настоящему серьезный геймплей начинается далеко не сразу, и вам придется запастись терпением, чтобы добраться до 31 уровня, когда происходит разделение классов на подклассы и игровой процесс усложняется.
Всем известная PUBG Mobile. Этот онлайн-шутер в жанре Battle Royale стал мега-хитом прошлых лет на ПК и Xbox One. Ну и тоже уже достаточно давно компания Tencent портировала этот проект на мобильные платформы под названием PUBG Mobile. Действие игры, как и в основной версии, развивается на острове, где геймеров ждет нелегкое состязание с другими игроками. Будучи сброшенными с самолета, геймеры вынуждены найти оружие и быстро расправиться с оппонентами, параллельно защищая свою жизнь, скрываясь и собирая ресурсы. The Pascal's Wager. По сюжету игры в мире солнце утонуло в море и больше никогда не взойдет. Вода испаряется, вследствие чего земля повергнута в полнейший мрак. Игра выглядит крайне атмосферно, совмещает в себе викторианскую эстетику, как в проектах жанра стимпанк, и наверняка черпает вдохновление в творчестве Лавкрафта. The Binding of Isaac Rebirth. Ремейк игры The Binding of Isaac, разработанный компанией Nicalis и геймдизайнером Эдмундом Макмилланом, который разработал оригинальную игру. Геймплей игры сочетает в себе RPG, шутер и рогалик элементы. В ходе игры персонаж будет встречать странные сокровища, которые меняют форму Исаака, давая ему суперспособности человека и позволяет ему бороться с еще более таинственными существами. Darkest Dungeon приглашает вас в жуткие подземелья, навевающие самую настоящую клаустрофобию. Здесь вам, братюни, предстоит управлять группой героев, от чумного доктора до повелителя гончих, которые будут сражаться силами тьмы, изучать коридоры, туннели и развалины, а также собирать богатую добычу. Вас будут ждать разного рода ловушки и препятствия, возможность посещать города, нанимать воинов, разбивать лагерь и восстанавливать здоровье своих героев. Dream League Soccer 2020. Здесь у вас, братюни, будет возможность создать свою Dream Team, собрав в ней более 3500 лицензированных игроков. Авторы предлагают новые анимации и продвинутый ИИ для DLC 2020. Также сообщается, что для записи движений игроков использовалась технология захвата движения. Кстати, если ты все еще не нажал лайк под это видео, то скорее жмякай, а мы идем дальше. World of Tank Blitz. Эта увлекательная многопользовательская игра посвящена танковым сражениям. Они невероятно глубокие и реалистичные. World of Tank Blitz основана на идеях ПК-версии, но построена полностью с нуля, с учетом особенностей тачскринов. Vainglory – это фэнтези-моба, реализованная в стиле LoL и Dota. В ней вас ждут сражения 3 на 3 игрока на арене с использованием оружия, магии и фантастических созданий. Тот игрок, который проникнет на территорию вражеской базы и захватит кристалл под названием Вейн, одержит победу. Rome Total War – полноценный и точный порт ПК-тайтла 2004 года, созданного The Creative Assembly. Rome представляет собой третью часть серии Total War и всегда считалась одной из лучших стратегий, да впрочем и компьютерных игр в целом. В этой игре вам предстоит управлять войском одного из 3 римских семейств, бороться за власть над всей империей. Но для этого необходимо принимать участие в 3D-сражениях в реальном времени, сочетая все с пошаговыми действиями в ходе развития своего дома. Paydead's Inside. Игра является приключенческим пазлом, выполненным в хоррор-тонах. Это неудивительно, ведь у Limbo и Inside одни создатели. Более того, внешние игры тоже довольно похожи, что придает обеим проектам некий шарм. В Inside вам предстоит разгадать немало загадок и исследовать огромный внутриигровой мир, наполненный странными существами и необычными ловушками. Clash of Clans от Supercell. Здесь вам предстоит отстраивать свой город, нанимать и тренировать воинов, а также захватывать новые территории, и все это в асинхронном мультиплеере. Здесь вы присоединитесь к миру безудержной войны. Вас будут ждать усатые варвары, бросающие огненные шары колдуны и другие уникальные войны. Banner Saga.
Одна из тех игр, которые способны изменить предвзятое мнение о мобильном гейминге. Это невероятно глубокий тайтл по мотивам скандинавских мифов. Глубокий даже для обычных игровых платформ вроде ПК или консолей. Авторы предлагают вам более 15 игровых персонажей, а также разветвленный сюжет, в котором каждое принятое вами решение найдет свое драматическое отражение. Последствиями ваших решений станут тактические битвы, выигрыш и проигрыш в которых тоже способны изменить сюжет игры. EA Sports UFC. В отличие от многих других файтингов, эта игра основана на реальных событиях абсолютно бойцовского чемпионата UFC. Поэтому вы не обнаружите здесь фэнтези персонажей, как Mortal Kombat или нереально прокачанных героев WWE Immortals. В Atom RPG вам предстоит возможность исследовать загадочный мир советских пустошей, которые образовались после обмена ядерными ударами между США и Западным блоком в 1986 году. Разработчики предлагают продвинутую ролевую систему с возможностью создать уникального персонажа, а также разнообразные игровые механики, включая тактические пошаговые бои и полностью нелинейный сюжет с проработанными диалогами и интересными персонажами. Shadowgun Legends представляет собой шутер, действие которого происходит в футуристичной вселенной Shadowgun, которая уже некоторым известна по предыдущим играм этой серии. Геймеров здесь ждет роль охотника за головами с возможностями для его развития и кастомизации, а кроме того в игре предусмотрен широкий выбор брони и оружия, крафтинг и система гильдии, множество миссий и квестов, в том числе совместные рейды с другими игроками. Многочисленные трейлеры Modern Combat 5 демонстрировали и впечатляющую графику, и довольно жестокий геймплей, который погружает игроков в атмосферу конспирации, путешествий по земному шару и убийств. Здесь есть мультиплеер, который вас несомненно порадует, и оригинальная система накопления очков опыта, в которой ваши успехи из одиночной игры помогут вам продвинуться также и в многопользовательской версии. В EVE Echo на выбор представлены 4 фракции – Амар, Каленте, Калдари и Мин-Матар. У каждой из фракций есть свои бонусы, а также свои территории и типы космических кораблей. Поэтому с умом подходите к выбору своей будущей фракции, ведь вам придется защищать ее честь. После выбора фракции и расы вы попадете в бесконечное космическое пространство. Диалоги здесь, включая вашего персонажа, озвучены, правда на английском, но сам текст на русском. В начале у персонажа амнезия, его клонировали 9 раз. И вот хз, является ли он самим собой после этого. Так или иначе, это не мешает взяться за штурвал, отражать нападение противника или же наоборот самому устраивать на них набеги. Momentum Valley. Оригинальная головоломка от Уство состоит всего из 10 уровней, которые могут занять нас всего на несколько часов. Поэтому я считаю, что скорейшее обновление к этой игре пригодится очень к месту. Да и стоит оно всего лишь 66 рублей за пару дополнительных часов игры. PUBG New State – это новая королевская битва с новой картой. 100 выживших будут сражаться за первое место. Разработчики обещают ультрареалистичную графику и сочную картинку благодаря технологии Global Illumination. Нам также представят огромный открытый мир, карты размером 8 на 8 километров. Игрокам будут доступны боевые перекаты, дроны и другие высокотехнологичные вещи. Godfire Rise of Prometheus предлагает вам свою интерпретацию древнегреческого мифа о Прометее и помещает вас в самую гущу сражений с омерзительными чудовищами, которые, кстати, пытаются помешать главному герою достичь божественного огня. Identity V. Вы детектив с загадочным именем Орфис, который отправляется в усадьбу, чтобы разобраться с новым делом об исчезновении. В процессе игра превратится из адвенчуры в полноценный хоррор, в котором будет место и стелсу, и преследованием, и абсолютной жестокости. Все это грамотно скрыто под оболочкой обычного детектива.
Godfire: Rise of Prometheus предлагает вам свою интерпретацию древнегреческого мифа о Прометее и помещает вас в самую гущу сражений с омерзительными чудовищами, которые пытаются помешать главному герою достичь божественного огня. Identity V. Вы детектив с загадочным именем Орфис, который отправляется в усадьбу, чтобы разобраться с новым делом об исчезновении. В процессе игра превратится из адвенчуры в полноценный хоррор, в котором будет место и стелсу, и преследованиям, и абсолютной жестокости. Все это грамотно скрыто под оболочкой обычного детектива. Star Wars Knights of the Old Republic вас ждут самые известные и любимые персонажи из вселенной Star Wars. Знакомые локации, зрелищные сражения и приключения, которые не могут не увлекать. Действие в этой RPG развивается перед Star Wars Эпизод 1, поэтому не пересекается с сюжетной линией фильмов. Игра признана одной из лучших ролевых разработок на мобильных платформах и была высоко оценена фанатами саги Джорджа Лукаса. Братишки, а вам было когда-нибудь интересно, как поднимаются и на чем зарабатывают топовые предприниматели? Лично мне всегда было интересно, как с нуля и без папочек можно поднять свой собственный бизнес. В общем, это я все к тому, что в закладках у меня есть крутой канал о бизнесе Петров Про Бизнес. Его ведущий Андрей зовет в гости одних из лучших предпринимателей и узнает их все секреты от старта бизнеса до актуальных цифр дохода. Поэтому, если ты задумаешься о своем бизнесе или уже имеешь какие-то задатки, рекомендую перейти по ссылочкам в описании и почерпнуть новых знаний вместе с Петров Про Бизнес. Space Marshals. Охота за беглыми преступниками в космосе окажется невероятно увлекательной. Вам придется, хорошо вооружившись, перелетать с планеты на планету в поисках цели, а затем уничтожать ее. Вариантов уничтожения есть только два. Либо устраивать зрелищную расправу со взрывами, либо наоборот, тихо устранять преступника без шума и лишних свидетелей. Out There вряд ли следует считать стандартной мобильной игрой. Жанр космического рогалика не столь распространен на просторах мобильных платформ, но впечатления она оставляет самые яркие. Вас ждут случайно сгенерированные уровни и приключения в дальнем космосе, с массой не всегда приятных сюрпризов вроде столкновений с инопланетянами или внезапных поломок вашего корабля. Игра основана на постоянном выборе и принятии решений. My Hero Academia: The Strongest Hero. Здесь вы, братюни, будете путешествовать по городу, здороваться с его жителями, а также сражаться со злодеями. Персонажей нужно тренировать, прокачивать и даже кормить. Все это для того, чтобы подняться до высших рангов. Фанаты серии увидят знакомых супергероев. А миссии здесь следующие: защита людей, арест преступников и спасение кошек. Разработчики обещают крутую графику, а также сделанную вручную анимацию. Grid Autosport – одна из лучших гонок на мобильное устройство. В первую очередь в ней вас ждет полноценная карьера автогонщика, но также не обошлось и без мультиплеерного режима. Как против реальных игроков, так и против ИИ вы сможете соревноваться в гонках разных классов. Исходя из трейлера, в ней вы увидите знакомую механику, в которой необходимо будет искать оружие и убивать других игроков. При всем этом игра является упрощенным клоном PUBG, без транспорта, с небольшой картой, но полным видом вооружения. На карте появится всего 50 человек, а за счет щедро разбросанного оружия игроки смогут вступить в бой сразу же. Резиденция Зла 5. Одна из лучших игр в серии, и независимо от того, знакомы ли вы с историей игры или являетесь совершенным новичком, вы отлично проведете время, спасая при этом мир на вашем Nvidia Shield. Из пепла старой борьбы возникает новый ужас. Umbrella Corporation и ее запас смертельных вирусов были уничтожены и нейтрализованы, но возникла новая, более опасная угроза. Год спустя, после событий в Ракун-Сити, Крис Редфилд борется с чумой
системы биоорганического оружия во всем мире. Легенды Востока – это увлекательное РПГ-путешествие в мир восточной мифологии. Здесь вы можете насладиться огромным сказочным миром, взять с собой строй боевых питомцев, а также оседлать волшебных скакунов для более комфортного путешествия. В игре задействованы самые передовые технологии для воспроизведения ультрачеткого изображения. Впечатляющие сцены 3D с красочными спецэффектами делают игру еще более реалистичной. Car Rage производит очень неплохое визуальное впечатление. Действие игры разворачивается в пустынях, постапокалиптических локациях, в лучших традициях жанра дизель-панк. Вам, братюни, предстоит принять участие в крайне опасных, но невероятно увлекательных гонках, где смерть поджидает вас за каждым поворотом, а количество опасностей прямо пропорционально тому восторгу, который вы будете испытывать от скорости и драйва. Real Racing 3. Даже несмотря на то, что этот рейсинг перешел на free-to-play модель, количество его скачиваний просто зашкаливает. Здесь удобное интуитивное управление, отличное качество графики, великолепная подборка лицензированных автомобилей и реально существующие треки. Все это превращает Real Racing 3 в must-have игру для фанатов скорости. Talion. Одно из главных ее достоинств – Unreal Engine 4 и то, как благодаря нему игра выглядит. В Talion действие происходит в средневековых фэнтезийных декорациях. Игрокам со всего мира предстоит объединяться, чтобы выполнять совместные задания. Каждый сможет выбрать себе 3 героя с уникальными внешними чертами и возможностями. Kingdom Rush Vengeance. Новая часть знаменитой серии игр в жанре Tower Defense с новыми возможностями и сюжетной линией. Вас, братюни, ждут разные режимы игры, как и в предыдущих частях. Большой набор новых героев, а также новый тип механик для игроков. Human Fall Flat стала феноменом. Простенькая на первый взгляд аркада, где единственной фишкой является управление, построенное на необходимости контролировать отдельные части тела своих персонажей, за несколько лет собрала 90% положительных отзывов в Steam. Ну и конечно же она доступна на Android и iOS. The Room 2. Студии Fireproof удалось создать по-настоящему блестящий сиквел, в котором каждая решенная головоломка вызывает новые вопросы. Каждый повернутый вами винт или поднятый рычаг открывает новые тайны, которые невозможно игнорировать. Эта игра запускает вас когти так глубоко, что вы не сможете
и вынужденного перешагнуть границы возможностей, как в физическом, так и в моральном смысле, будет настоящим вызовом для геймеров. Project Cars Go. Как и с третьей частью, которая получила смешанные отзывы за уход от своих реалистичных корней, мобильная Go представляет из себя аркадную итерацию серии. Графика мобильная, но есть освещение, отражение от корпуса спорткаров, да и сами тачки лицензированы. Из режимов есть следующие: кольцевые гонки и драг-рейсинг. Тачки нужно прокачивать, после заездов выдают карточки, в них может быть внутриигровая валюта или апгрейд для машины. В Bad North игровая среда будет подстраиваться под геймплей. Первоначально все начнется красиво и безобидно. Вам покажут мирный остров, который впоследствии заполнят вражеские войска. Далее вы увидите массу пораженных солдат и сломанных кораблей, и все в таком духе. В игре также не последнюю роль играет мораль. Те солдаты, которых вы сможете подбодрить, будут себя активнее вести на поле боя, нанося при этом значительно больший урон. А такую армию не остановить. Мир игры Order and Chaos 2 расширился и стал еще больше первой части, но также прикрутили новую графику и новый сюжет. Еще игроков ждут 5 классов из 5 разных рас персонажей. В остальном все по-прежнему: сотни заданий, сражения с огромными боссами и другие причуды MMORPG. В команде с 3 другими искателями хранилища вам предстоит встреча лицом к лицу с целым миром тварей, психов и злым гением, красавчиком Джеком. Заводите друзей, снаряжайте их пушками из гигантского арсенала и отправляйтесь с напарниками сражаться плечом к плечу в поисках мести и искупления грехов на неизведанных территориях Пандоры. Ключевые особенности здесь — это новые классы героев и новые лица. Но на этом, братюни, моя подборка топа 100 лучших игр на Android и iOS подошла к концу. Чтобы посмотреть другие части выпуска, если вдруг вы его пропустили, загляните в плейлисты или в ссылки в описании под видео. Ну а я, Дитрих ТВ, с вами на сегодня прощаюсь. Всех вас обнял, всем удачки, пока-пока.